Знаете, что будет после смерти? В 1977 году 39-летняя домохозяйка Фелисет Уоттер умерла. Из-за выкидыша у нее открылось сильнейшее кровотечение, и сердце остановилось. Это была клиническая смерть. Но только первая. Через 2 дня она умерла снова, оторвался тромб, а спустя пару месяцев сердце остановилось в 3-й раз. Однако, она жива до сих пор. Но за ширмой смерти побывала чаще, чем кто-либо будет из нас. Этот опыт заставил ее кардинально изменить себя и посвятить всю свою жизнь изучению того, что находится по ту сторону. И, возможно, именно она знает ответ на этот вопрос. Я помню, когда впервые узнал о смерти. Это была моя прабабушка. Я был очень маленьким, и в один из дней мне сказали, что она уснула навсегда. И я не понимал, как это? Пусть проснется. А потом уже подростком я начал думать о смерти постоянно. Но не о чьей-то, а о своей. Думал о будущем, строил планы и не понимал, зачем это все, если конец все равно один. И вообще, каково это? Небытие. Буду ли я это осознавать, как-то ощущать? Может быть, будет что-то иное или просто все резко выключится и исчезнет? Эта мысль вгоняла меня в постоянный страх и буквально мешала мне жить, лишала меня смысла и радости для существования. Ведь правда, зачем все это? Но ровно до одного момента. Страх смерти – самый популярный и самый глубокий человеческий страх. Но почему мы ее так боимся? Казалось бы, ответ тут очевиден. Это сделано эволюцией, чтобы мы оберегали себя и свое потомство. Ведь фактически мы с вами лишь переносчики бактерий, которые нас используют как инкубаторы, так распространяются. А страхи – обычный инструмент влияния на нас. Вот и весь ответ. Однако, если биологическая цель у всех живых одинаковая, мы с вами единственные существа на планете, которые вообще понимают смерть. Собака не знает, что умрет через 10 лет, а мы загоняемся о том, что произойдет через 50. Потому что у нас есть то, чего нет у собаки – огромная префронтальная кора. Благодаря ней мы можем представить, что будем делать завтра, через год или через 10 лет. Благодаря ей мы развили науку, создали цивилизацию и создали депрессию. Это называют трагедией познания. За нашу способность планировать мы заплатили своим спокойствием, просто потому, что мы очень умное существо. Но есть и парадокс. Несмотря на бесконечные горизонты планирования, мы не можем представить пустоту. В своем бессознательном каждый из нас убежден в своем бессмертии. Ведь мы не можем представить мир без наблюдателя, то есть без нас самих. И именно это и вызывает у нас тревогу. Мы запрограммированы жить вечно, но знаем, что умрем. Именно этот диссонанс и мешает нам жить. Но точно ли это единственная причина? Как вы думаете, сколько лет вам осталось? Есть такой термин «видовой предел жизни». Если проще, что исходит из названия, у всего есть свой лимит. И ученые предполагают, что он есть и у человека. Примерно 120 лет жизни. Это наш биологический потолок. За всю историю пробить его смогла только одна француженка Жанна Кальман, что прожила 122 года. Но ее рекорд не смог побить никто до сих пор. Вы наверняка слышали про миллиардера Брайана Джонсона, который тратит миллионы долларов, чтобы откатить свой биологический возраст назад. Он ведет идеальный образ жизни и вообще делает важный и интересный вклад в науку, но есть одно «но». Жанна курила 100 лет. Бросила, потому что в 117 почти ослепла и стеснялась у других попросить прикурить. А еще употребляла алкоголь и ела много сладкого. Одно лишь это описание забрало у некоторых из вас пару лет жизни. Но в чем ее секрет? Она родилась в очень богатой семье, а потому никогда в жизни не работала и не испытывала привычного нам с вами стресса, самого важного катализатора всех болезней и сбоев в организме. А еще ей очень повезло с генетикой. Предполагается, что у нее были уникальные мутации, которые могли защищать ее клетки от старения, несмотря на ее образ жизни. И если это правда, она не просто выиграла в генетическую лотерею. Она самый настоящий мутант. Феномен. Ровно как и ее родственники. Многие из них прожили более 90 лет. И это все во времена, когда средняя продолжительность жизни была 50. Ну а еще все-таки занималась спортом. Аж до 100 лет она ездила на велосипеде, а также любила плавание и фехтование. Что же показывает ее случай? Чтобы прожить долго, нужно удачно родиться. Но не совсем. Многие доктора говорят одно. Не так важен ваш образ жизни, сколько наличие в ней стресса и активности. 2 самых важных фактора, которые как продляют, так и сокращают наши жизни. Можно никогда не пить алкоголь, но умереть от инфаркта на стрессовой работе или недосыпа, что тоже сильно влияет на стресс. А активность и спорт, даже самые минимальные, наполняют наши клетки кислородом. И не просто так существует рекомендация о ежедневных 10 тысяч шагах в день. Хоть эта цифра совершенно условная, но все равно очень важная. И, конечно, не менее важна генетика, но она определяет нашу жизнь лишь на 20%. Все остальное зависит уже от нашей среды
и от нас. И генетика всего лишь заводская инструкция, которая может показать, где у вас слабое место. Может, у вас есть склонность к диабету, ожирению или болезням сердца, как, например, у меня. Жанна жила во времена, когда о таком узнать было нельзя. Да и в целом ей это и было не нужно. Но зная о заболеваниях своих родственников, я решил сделать свой ДНК-тест. И не только чтобы узнать свое происхождение и, возможно, получить сильный паспорт, ну и узнать о рисках, которые мне стоит учесть, чтобы жить лучше. Например, у меня очень много рисков, связанных с сердцем, поэтому я чаще занимаюсь кардио и правильно питаюсь. И рекомендации о продуктах ДНК-тест мне тоже показал. Если и вы хотите узнать о себе, то сделать это можно с помощью Генотек, компания, которая занимается генетикой с 2010 года. И именно у них вы сможете сделать свой генетический паспорт. Это по сути 6 тестов в одном. Он показывает происхождение, откуда пришли твои предки и в каких регионах жили. Показывает риски почти 200 заболеваний на анализе конкретных вариантов генов, которые уже изучены в международных исследованиях. Ты можешь узнать, есть ли у тебя предрасположенность к диабету, проблемам с сердцем или к чему-то еще, и получить конкретные рекомендации, что с этим делать, какие продукты тебе стоит есть чаще, какие лучше минимизировать, какой спорт тебе подходит и многое всего. Там даже есть информация по лекарствам, какие могут работать хуже или давать побочки. И после теста можно проконсультироваться с врачом по результатам. Особенно рекомендую делать его вместе со своим партнером, чтобы в будущем ответственно подготовиться к рождению ребенка. А для теста достаточно слюны, и сам тест делается из дома. Так что это отличная возможность, чтобы узнать себя получше в новом году. Заказывайте свой генетический паспорт, а промокод Альберт даст скидку 66%. Переходите по ссылке в описании или QR-коду на экране. Но случай Жанны показывает еще одну вещь. У нее была поломка в ДНК. Только удачная. И тут логичный вопрос, а можем ли мы на таком опыте сломать и свой ДНК? Только специально. И что если старение – это та же поломка, которую в будущем можно будет чинить? Долгое время мы смотрели на старение как на грустный, но естественный процесс. Но за последние года, благодаря развитию науки, все больше биологов называют старение теперь не больше, чем болезнью. А точнее, сбоем операционной системы, при котором в системе копится слишком много мусора в виде наших старых клеток, стирается защита хромосом, теломер, повреждается диск в виде нашего ДНК и также разрушается оперативная память, эпигенетическая информация. По сути, инструкция для наших клеток, какими им быть. Типа, клетки вашей печени буквально забывают, что они печень. А если что-то ломается, значит это можно починить. Еще в далеком 2006 году японский ученый Синья Яманаки открыл факторы Яманаки. Это такие 4 белка, которые, грубо говоря, омолаживают наши клетки, сбрасывая ее информацию. За это он еще Нобелевскую премию получил. Но эксперименты с ними нельзя было назвать удачными. Ведь если ввести их к живому существу, его клетки полностью забывали, кто они, и организм разрушался. Однако сейчас, в том числе благодаря искусственному интеллекту, выводятся новые вариации вида этих белков, находятся новые классы молекул, химические соединения и закономерности, и в целом проводятся сотни новых и ускоряются исследования старых экспериментов, которые говорят об одном. Мы вступили на порог будущего, в котором рекорд Кальман может стать вовсе не рекордом, а средним возрастом человека, а старость всего лишь сбоем, с которым можно и нужно будет бороться. Поэтому, как сейчас рекомендуют ученые, просто дождитесь и постарайтесь в ближайшее время не умирать. Но очевидно, что от смерти нам никогда не убежать. Если не добьет возраст, то упавший кирпич или иная случайность. Да и, наверное, спорить с этим глупо. Смерть – это логичная часть всего живого. Ведь существует настоящее бессмертие, оно бы полностью уничтожило ценность жизни. Но ведь наш страх совершенно в другом. Мы боимся не факта конца, а неизвестности того, что будет после него. Ну, может, мы это уже и так знаем. У смерти есть несколько уровней. Финальный – это биологическая смерть, когда в мозг слишком долго не поступает кислород, и его клетки безвозвратно умирают. Поэтому никто после этой стадии обратно не возвращался, поэтому как его там спросить не у кого. А первый этап – клиническая смерть, когда сердце остановилось, дыхания нет, а мозг еще жив. Почти без последствий он может продержаться в таком состоянии около 6 минут. Именно в этом отрезке времени человека еще можно вернуть. И именно перед этим этапом происходит нечто интересное. Исследования показывают, что мозг в последние секунды перед остановкой сердца генерирует огромную нейронную активность. Ученые предполагают, что это может и быть тем состоянием, о котором рассказывают возвращенцы, когда вся жизнь перед глазами проносится. Но может, это нечто большее? Много лет назад проводилось исследование среди нескольких сотен пациентов, переживших клиническую смерть. И почти каждый пятый из них описывал одно и то же. Чувство выхода из тела, свет в конце туннеля, встреча с другими существами, нередко умершими родственниками, пересмотр воспоминаний и важных событий и, главное,
полное отсутствие страха. Звучит как доказательство души, правда? Но наука тут более скептична. Во-первых, об этом опыте говорили не все, а значит, об этом нельзя говорить как о правиле. А во-вторых, на каждый пункт у науки есть свое объяснение. Из-за гипоксии сбоит зрительная кора, поэтому люди видят тоннель. Эйфория и отсутствие страха – это мозг в панике выбрасывает лошадиные дозы эндорфинов и серотонина, пытаясь защитить нейроны от гибели. А выход из тела – обычные сбои между участками мозга. То есть это не что-то сверхъестественное, а просто предсмертная агония нашего биокомпьютера, который в критичный момент включает все процессы сразу, провоцируя такие галлюцинации. Словно если мы будем бить по клавиатуре, и у нас откроется сотня папок. Такая вот грустная реальность. Кроме одного «но». 2 года назад выходило исследование EVR-2. Ученые снимали показатели мозга прямо во время реанимации. И в тот момент, когда сердце не билось уже долго, а мозг должен начать умирать, у некоторых пациентов приборы фиксировали внезапный всплеск активности. И не шума, а гамма-ритмов. Чтобы вы понимали, гамма-волны — это самый быстрый ритм мозга. Он возникает у нас, когда мы максимально сконцентрированы, когда решаем сложнейшую задачу или вспоминаем что-то очень важное. То есть у некоторых испытуемых, когда они были клинически мертвы, их мозги работали активнее и яснее, чем у нас с вами сейчас. И когда эти люди приходили в себя, они говорили о так называемой осознанной смерти. Они утверждали, что их сознание не угасло, а наоборот, как бы расширилось. Исходя из этого, выдвигают осторожную, но фантастическую гипотезу. Возможно, мозг — это не источник нашего сознания, как мы привыкли это понимать. Возможно, мозг — просто приемник, фильтр, который ограничивает наше восприятие, чтобы мы могли нормально функционировать в этом мире. А когда мы умираем, этот фильтр ломается, и мы получаем доступ ко всему объему нашего сознания. И даже Филлис из начала видео говорила: смерть — это не конец, а смена формы. Здорово, правда? Поэтому вывод тут один. Все дружно прыгаем с крыши, потому что наше тело — это лишь временный сосуд, а дальше нас ждет что-то большее. Шутка. На самом деле теорий тут много. Лично моя теория немного приземленнее, чем концепция бессмертной души. Конечно, хотелось бы верить, что есть что-то большее, но мне кажется, что в момент смерти мозг просто погружает нас в очень долгую галлюцинацию. Вы все прекрасно знаете, что во сне время ощущается по-другому. За 15 минут сна можно целую жизнь прожить. И возможно, учитывая исследования, нечто похожее и происходит. Тот же всплеск гамма-ритмов. Мозг разгоняется до предельных скоростей, и, возможно, этой энергии хватает, чтобы растянуть последнюю гаснущую секунду вашей жизни в субъективную вечность. И, исходя из этого, вполне себе вероятно, что загробная жизнь — просто иллюзия нашего мозга, а рай и ад — это наше психологическое состояние в момент смерти. Ну и того, какие гормоны выделит наш мозг. И вот, рассуждая обо всем этом в те моменты, когда страх смерти овладевал мною больше всего, я понял одну важную вещь, что все это время боялся я вовсе не смерти. В 80-х годах психологи разработали теорию управления ужасом. Ее суть простая. Осознание смертности создает нас глубокий экзистенциальный ужас. И чтобы с ним справиться, мы бессознательно строим психологические защиты. Главные из них — культурное мировоззрение и самооценка. Поэтому мы придумываем системы смыслов, которые обещают нам бессмертие, буквальное или символическое. На этом и основана потребность, например, в религиях. Это мы обсуждали в прошлом видео. Эту теорию проверяли множеством экспериментов, и каждый из них показывает одно. Когда людям напоминали о смерти, например, просив написать эссе о своих чувствах по поводу своей смертности, они начинали вести себя иначе. Судьи выносили более строгие приговоры. Люди проявляли больше враждебности к чужакам и больше симпатии к своим. Агрессивнее относились к критике и так далее. То есть напоминание о смерти заставляет нас отчаяние хвататься за то, что придает значимость нашему «я». Поэтому этот страх часто маскируется под другие. Страх неудачи — это страх умереть, ничего не добившись. Страх одиночества — умереть несчастным и так далее. Мы боимся не самой смерти как события. Мы боимся того, что она обесценит нашу жизнь. А вот живем ли мы — это вопрос уже к нам. Исследования это подтверждают. Ощущение смысла жизни связано с тревогой смерти. Когда у человека есть четкие ценности и цели, мысль о конце не так опустошает, ведь он видит, ради чего живет. А когда смысла нет, смерть страшна не сама по себе, а своей бессмысленностью. И да, если сейчас и вы затрудняетесь дать ответ на вопрос, ради чего живете вы, хочу напомнить, что у нас есть бесплатный ИИ-бот для психологической поддержки. Он не заменит настоящего специалиста, но поможет больше разобраться в своих чувствах, желаниях и просто всегда вас выслушает. А еще это анонимно и полностью бесплатно, а ссылка на него будет в описании.
Бронни Уэр, австралийская медсестра, ухаживающая за пациентами в последние недели их жизни, посвятила отдельную книгу мемуар самым частым сожалениям умирающих. И самое частое из них звучит так: «Жаль, что у меня не хватило смелости жить так, как я хотел». Люди, пережившие смерть, часто говорят, что перестали бояться. Но не потому, что узнали, что там что-то есть, а потому что поняли – они жили неправильно. И вот парадокс. Чтобы перестать бояться смерти, не нужно умирать. Нужно начать жить. И я понял, что я боялся вовсе не смерти. Я боялся не успеть. Не успеть сказать маме, что люблю ее. Не успеть обнять свою бабушку. Увидеть своего друга. Не успеть искренне полюбить. И пока я боялся смерти, этот страх делал именно то, что я хотел. Он крал у меня жизнь. Да, я не могу выбрать, когда умру. Но я могу позвонить своей маме, ведь у меня еще есть время. Могу сказать ей, что люблю ее, ведь все еще могу говорить. Могу приехать к своему другу, ведь я все еще могу ходить. И я могу делать все, что угодно, ведь еще могу выбирать, как я могу жить. Звучит как банальная цитата из интернета. Да и вообще уже завтра какое-нибудь новое научное открытие может кардинально изменить наши представления о жизни, и все мое видео станет бессмыслицей. Но сейчас у нас с вами есть только две гарантии. Первая, что смерть неизбежна. Это факт, на который мы не можем повлиять. А вторая, прямо сейчас вы живы. Просто представьте, сколько людей сейчас борются за свою жизнь и мечтают о том, что имеете вы. Скольких зрителей моего канала, которые еще вчера смотрели мое видео, сегодня уже нет в живых. А вы еще можете дышать, можете видеть, ходить, чувствовать. Вы еще можете выбирать. Это единственное, над чем у вас есть стопроцентная власть. Я все еще боюсь смерти. И она рано или поздно меня настигнет. Но этот страх перестал забирать у меня силы. Наоборот, он стал моим проводником, наставником. Ведь если я начинаю так часто думать о смерти, значит в моей жизни не хватает жизни. А ведь у меня еще есть люди, которые меня любят. Есть слова, которые мне предстоит сказать. Есть объятия, которые я смогу дать. Слезы, которые предстоит пролить. Есть дни, которые мне еще можно прожить. Я ответил на вопрос, что для меня важно. И это мне помогло. И теперь на этот вопрос должны ответить и вы. Возможно, эта мысль и так была для вас очевидна, но никогда не поздно вам ее напомнить. Не откладывайте мечты на завтра, важные слова на потом и любовь на особый случай. Не бойтесь умереть, бойтесь никогда не начать жить. Ведь в конце концов, жизнь достойна того, чтобы за нее умереть. С вами был Альберт, подписывайтесь на канал и мои социальные сети в описании. И будьте счастливы. Всего хорошего.